Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games, и сегодня у нас на обзоре тяжелый чешский танк 10 левела, проходная прокачиваемая ветка ВЗ-55, да, имбулечка, вроде как все говорят, а вот это мы сегодня с вами и проверим, и прежде чем пройдем дальше, смотреть, изучать, обязательно поставь лайк под этим видео. Подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Тебе не сложно, а мне приятно. А мы отправляемся смотреть бронирование ВЗ-55. Go! Итак, коллижная модель нашего ВЗ-55. Ну и давайте начнем с НЛД. НЛД снизу 191, выше 186, по каткам 187. Очень слабая НЛД, как для тяжелого танка 10 уровня. К сожалению, да, нас пробивает 8, 9, 10 левела всеми типами снарядов, ну, естественно, за исключением фугасов. Касаемо ВЛД, 253, здесь 270 рикошет, даже система пишет, 270, 270, здесь у нас 250, здесь 256, да. Надгусеничные полки, вот эти части рикошет, вот эти 268. Но обычными типами... Так, люк мехвода 272. Нормально. Значит, обычными типами снаряда нас не пробивает, в принципе, практически ни один танк 10 левела. Понятно, там прокнет плюс 20% пробить или что-то подобное. Да, могут. Но я имею в виду верхнюю часть ВЛД. Нижнюю, конечно, уже 200... Ну, блин, у нас обычные снаряды на десятках, да, на тяжелых танках, я имею в виду, конечно же, они лежат в этой плоскости как раз. Тут как повезет. Теперь касаемо башни. Она у нас противокумулятивными снарядами. И, соответственно, давайте начнем с маски орудия. Вот. У нас сферическая, естественно, башня, можно сказать. Не такая, как у совков, но очень близко к этому. 600, 500, 500. 600, 500. Маска хорошая. Здесь 300, здесь 300. Отлично. 340, 346, 300. Ну, короче, тут все это не пробить. Все круто зашито. Щели тоже по 300. Отлично. Верхняя планочка у нас 60 мм. Только по правилу 3 калибров от 180 мм сюда можно пробить. Есть вот такой лючок 170, но он очень узенький. Попадать в него прям затруднительно. И есть вот такой лючок в 202. Разница небольшая, но лучше стрелять сюда, потому что, ну, все-таки он побольше. Касаемо бокового бронирования 90, и, естественно, ВЗ хорошо танкует от борта. Да, вот, правильно его поставить. Вот, все тут круто. Щель проскакивает непонятно. А, ну там все равно рикошет. Здесь ноудамаг. Да. Подставляет вот эту щеку, но 308. 272 рикошет. Все круто. Вот такое вот бронирование. НЛД ослабленное. Низ ВЛД. И лючок раз, лючок 2. Так что вот так. Так, с броней разобрались. Давайте глядеть орудия. Их здесь два. Стоковая и топовая. Топовая это у нас барабан, стоковая циклическая пушка. 130 миллиметровки, что та, одинаковая альфа, одинаковое абсолютно бронепробитие, 260-306 на голде. Заряжается циклическая 11,2 секунды. Топовое орудие заряжается 22 секунды. Да. 2 снаряда в магазине в барабане. Это не дозаряжание, это полноценный барабан. Время перезарядки между выстрелами, ребята, 2 секунды. И это и есть та самая изюминка, за которую этот танк называют имбой. Почему? Потому что, по сути, этот танк, конечно же, играется в размен. У вас 2 секунды между выстрелами вашего барабана. Принимаете одну плюшку, вы даете 2 на 490. Нифига себе, косарь засовываете во врага. Так что... Так, по точности единственная разница, на топовой она похуже, на топовой похуже время сведения. Но тяжелый танк, играя в упор в размен ХП, точность, конечно бы, желательно нужна, но тут другие плюшки. Касаемо полевой модернизации. Вездеходная ходовая во втором блоке,
Отстройка параллакса в 4-м блоке. Звукоизоляция в 5-м блоке. Так, хорошая вещь. Горизонтальные. Либо ничего не качать. Я бы здесь ничего в 7-м блоке не стал качать. К запасу прочности. Хорошая вещь. Вот здесь бы прокачал облегченную платформу. Вот. Вторым слотом мы берем что? Правильно. Огневую мощь. Да, нам нужна огневая мощь на этом танке. По оборудованию. Закалка, стаб, вентиль. Ничего другого здесь выдумывать не надо. По снарядам. Бронебойный. У нас основной тип. Летит 980 метров в секунду. Нормально. Подкалиберный голдовый. Скорость полета 1125. Тоже сойдет. Фугаса даже смотреть не будем. Вот. А по снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я доп. Паёк пихнул 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой. Таблычки. Что касаемо плюсов и минусов. Огневая мощь. УВН минимально комфортный есть. Хорошая скорость полета есть. Удобный, быстрый барабан. Почему быстрый? Давайте глядеть. 19.34. Нормально? Нормально. Так, точность у нас уже 0.34, ДПМ почти 3К. Ну, ребят, все есть для настрела. Даже мини-УВН присутствует. Плюс ставим по огневой мощи. По ХП. Особенно в корпусе достаточно посредственное бронирование. Большой лючок у нас торчит в башне. Он достаточно действительно большой. И, конечно же, этот танк туда часто пробивает. От борта танкует хорошо. Количество ХП, конечно, маловато, честно. Маловато, как для десятки. Но здесь разработчики все повесили на чашу весов его орудий. Вот эту имбовость барабана. Поэтому, ну вот, по ХП обделили. Поэтому в целом, ну, башня, в принципе, неплохая. Здесь плюс-минус по хорошему счету. Но корпус слабоват. По мобильности все хорошо, 50 вперед, 15 назад, чуть больше 15 лошадей на тонну, бодро едет этот танк. Ой, незаметность открыл, зачем на тяжах-то? По обзору 4,49 метров, чуть больше, чем в среднем по песке у разных наций. Поэтому, в принципе, плюс, по мобильности плюс. Ладно, ребят, предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, собственно, ВЗ-55 на что способен. Погнали. Так, господа, обзор боем ВЗ-55, чешский тяжелый танк 10 левела, проходная прокачиваемая ветка, обзор боем. Попали к девяткам, десяткам, в них тоже есть ВЗ-55, есть БЗшка, есть две арты, что хуже всего. Офигенно. Просто офигенно. Вы представляете, что происходит? Все тяжи ушли направо. Я тут один. Я поеду, пару тычек дам, потом побегу сюда, к базе. Главное дать пару тычек и не задерживаться, чтобы успеть убежать. Тест ОЛТ. Прога идет сюда, господи. Не, лучше сразу уходить. Это неспроста. Не, надо валить. Ну, союзные твари, что поделаешь? Ничего не поделаешь.
Хуже союзников только сами союзники. Толпой собрались там на углу. Ничего сделать не могут. Супер конь вообще на центре на воде играет. Низ поехал, сейчас сдохнет. Дебил. Стоим, ждем тяжи. Они приедут. И я тут один ничего не сделаю. Ну. И никого. Пока. У меня просто КД не хватит, чтобы их держать тут. Вот здесь бы пригодилась циклическая пушка. Надо стрелять на Верочку с уроном. О, ползут. Полетел на турбинке. Арта вот сюда, кстати, закидывает. Что-то вы, ребята, расстроились как-то. Не пробил. Ну, вот такой вот, господа, интересный бой. 4К не дотянули.
Но характеристики пушки, как она быстро все равно кадешится, когда на тебя лезет там 4 танка. Мы что-то даже тут постреляли. ВЗ-55 уникальная машина, имбовая. Вы знаете, когда снимаю обзоры на другие танки, да на любые другие танки, ты чувствуешь машину и насколько ты можешь на ней уверенно играть. ВЗ-55 на топовом орудии, естественно, барабанном, это именно тот случай, когда ты чувствуешь, что в твоих руках мощь. Мощь в пушке. Очень комфортное время перезарядки. Есть броня все равно какая-никакая, но пушка просто хороша. И именно в этом имбаланс этой машины на этом орудии. Вот первое место все равно заняли. Вот стоял полбоя, да, в итоге настрелял, первое место занял. Что тут даже говорить. По пятибалльной системе я данному танку ставлю 5 из 5. Реально 5 из 5, потому что, ну, это имба. По-другому никак не назвать. Ребята, у кого есть ВЗ-55, пишите свои комментарии, согласны вы со мной, что это имба или нет. Если у вас такой танк в ангаре, естественно, как на нем получается, не получается, какое вы используете оборудование. Конечно же, прожимайте лайк под этим видео, ну и подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор это не сделали. Но я вам говорю, до скорых встреч, пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.